Привет. Все, Меня получилось? слышно, Оль? Слышно, да. Да, меня. Да, слышно. Вообще, как можно использовать хлоргексидин, насколько он безопасен, как долго можно его использовать, когда он эффективен, а когда не очень. То есть просто Россия такая страна, в которой всегда находится какая-то волшебная таблетка, которой все одномоментно начинают все лечить, потом говорят, нет, это плохо. И вот сегодня я пригласила специально Ольгу для того, чтобы мы вот некоторые мифы развеяли и ответили на ваши вопросы. Чтобы это не было чем-то таким, скажем, хлоргексидин каким-то невероятным средством от всех болезней, но при этом, чтобы не говорили, что это совсем плохо. Поэтому пишите ваши вопросы в директ, и мы будем обязательно отвечать в процессе эфира. То, что не успеем, сделаем на эту тему посты. Вот. Да, меня зовут Да, Ольга почему? Зайферт. Да, я 20 лет работаю, собственно, с брендом Мирадент, развивая его и занимаюсь, как, ну, основной вид деятельности был первые, скажем, 10 лет. Это именно анализ рынка, профилактики, анализы, как нам в целом улучшить состояние полости рта по разным регионам. И, собственно, вот последние 6 лет я управляю представительством в России. Ну, в общем, все, что касается превентивных инструментов, которые на сегодняшний день представлены на глобальном рынке, то это вот как раз-таки основной вид деятельности. Это в них разбираться, в них ориентироваться и, собственно, какие-то интересные решения находить. Когда приходится лечить, мы уже опоздали. То есть желательно вмешиваться еще на той стадии, когда можно исправить это более щадящими методами, между прочим, как для здоровья, так и для кошелька, как правило. Шутки на тему все поставить на присосках, потом становятся совсем не смешными при выписывании счета на имплантацию и на костную пластику. Поэтому мы сегодня поговорим о профилактике. Почему я считаю эту тему важной? Потому что на территории Российской Федерации у нас вообще люди любят использовать некоторые вещи бесконтрольно. Хлоргексидин это все-таки, чтобы вы понимали, это антисептическое вещество, которое изготовлено с целью того, чтобы убивать бактерии в полости рта. Ну, то есть основное его действие бактериостатический. То есть он влияет на бактерию, растворяя ее мембрану, и тем самым бактерия погибает. Но также его можно использовать и как антисептик для рук, но уже в совмещении со спиртом. Основная разница наружного использования и использования для слизистых — концентрация и... На глобальном рынке это, понимаете, что порядка 90% это хлоргексидин. То есть это к тому, какая значимость и какая у него база за плечами. Клиническая, потому что он применяется уже более 40 лет. Изначально любой препарат и его свойства, ну или препарат это прям очень серьезно, это может быть профилактическое средство, да, более низкой концентрации, это может быть действительно лекарственный препарат в более высокой концентрации. Мы не ищем проблемы для того, чтобы создавать проблемы, мы ищем решения для определенных проблем. То есть хлоргексидин, вот основные его такие ключевые моменты, почему он в стоматологии, ну вопрос, почему, как мог один какой-то продукт настолько завоевать весь глобальный рынок. Вот, потому что он обладает некоторыми уникальными и очень важными свойствами, которые нам нужны. Это действительно подавление вот этой патологической бактериальной среды, вот, что, собственно, вот... Да? Тут видишь вопрос по поводу во рту 700 видов бактерий. Неужели все бактерии погибнут, если Нет, использовать один дольше назначенного срока? у нас же есть какое-то представление, что вот там бактерий пришел, все убил. Нам не нужно. Он самое главное, что он подавляет 99,9% стрептокок мутанс. Это главная бактерия, которая играет роль в проблемах с полостью рта. Да, это одна из. Вот. Плюс еще ряд каких-то бактерий. То есть он себя в этом плане оправдал.
да, он показывает очень хорошие результаты, и поэтому он настолько широко применяется. Кроме того, если мы говорим про антисептики, всегда вопрос возникнет, а насколько они усваиваются мягкими тканями. Так вот, как раз хлоргексидин, он может оставаться на поверхности до 12 часов, на поверхности слизистой оболочки, и при этом он не проникает в клетки. И это очень важный его критерий. И следующий, это при проглатывании он не метаболизируется, то есть он, ну, или вернее, в минимальных количествах, незначительных для организма. То есть мы имеем антисептик с очень хорошими свойствами, с исключением вот этих побочных эффектов, которые мы, возможно, имели бы, работая настолько же обильно с другими продуктами. 3 апреля 2017 года тут было письмо Министерства здравоохранения на предмет того, что данный антисептик может вызывать аллергические реакции. Это не новость, я читала это постановление, оно, конечно, в достаточно такой жесткой форме прописано, то есть FDA уже давно об этом написал, и пункт в дотации там или в инструкции, он должен быть прописан, что такая вероятность есть, то есть чтобы были осторожны. Но при этом там не делится на то спирт. Хлоргексидин со спиртом, он два основных свойства против бактерий. Это бактерицидные, когда бактерии умирают, да, большие, и бактериостатические, когда влияют на споры бактерий и все остальное. Вот в спиртовом растворе он работает достаточно мощно, то есть это и грибы, и некоторые виды вирусов, и на споры влияет, и бактерии убивает. Водный раствор не обладает всеми этими свойствами. Я почему сейчас хочу поднять эту тему, потому что многие используют хлоргексидин, водный раствор, как средство от всего. Болея каким-то вирусом, используют его и ждут результата. Но спиртовый раствор для слизистой же не используется. Или используется, есть такие опласты. Но среди современных производителей, кто именно производит продукцию для полости рта, спиртосодержащих практически нет. Потому что там еще есть одно показание, вернее, два исследования были проведены на корреляцию между спиртосодержащим раствором хлоргексидина и онкологическими заболеваниями полости рта. Но они они стопроцентной гарантии не дали, но процент там выше. То есть какая-то корреляция, если была установлена, даже если она 0,05%, то тут больше скорее по доброй воле, чтобы этот негативный аспект исключить. Все-таки большинство европейских производителей приняли решение, что спирт не нужен. Кроме того, у нас так и так спирт под вопросом, потому как он сушит. А нам меньше всего, что нужно в полости рта, это еще и сухость. Один из выводов: не комбинируйте прием алкоголя и прием хлоргексидина как антисептика. Рискуйте. То есть не факт, что это будет, но лучше не рисковать. Есть такой негативный эффект, который я не люблю очень сильно, и поэтому не всегда и не всем его назначаю. Образование пигментированного налета на зубах и на языке, который так зубной щеткой не счистить. А этот налет, на вот эта вот пленка, которая образуется на зубах, начинает формироваться достаточно быстрее камень, чем на гладкую поверхность зуба. Остро поставлен вопрос, конечно, доктор, вам может очень много чего не нравится в этом мире, да, но мы, собственно, когда, в принципе, работает медицина, то не для того, что нравится или не нравится. Представляете, скольким вообще медикам не нравятся антибиотики, потому что ужас просто, что после них происходит. Но, тем не менее, надо все-таки тут тоже еще раз подчеркнуть, что он решает очень огромную проблему. Я бы хотела добавить в двух словах буквально про грибы и так далее. Все-таки давайте обозначим поле применения хлоргексидина. Это до операции, после операции. Это основная сфера применения пародонтология. То есть, когда у кого-то проблемы с кандидой, то точно же мы не хлоргексидином будем лечить. Поэтому это тоже вот эту вот всеядную таблетку искать, ее, конечно, не нужно. Но с теми задачами, которые перед ним стоят, он прекрасно справляется. По поводу побочных эффектов. Так как
оно есть абсолютно во всем, правда? Вот если я расскажу, что я выпиваю по пятницам 1 бокал вина, ты скажешь, прекрасно. Это даже говорят, что разжижает кровь, влияет на Мгм. настроение, лечит психику и так далее. Но если я приду и скажу тебе, что я выпиваю каждый день по 1 бутылке, то, скорее всего, ты начнешь со мной меньше общаться, правда? Потому что это показание вот к чему-то, что что-то идет не в том направлении. Значит, во-первых, нам нужно сказать, что вот это вот побочный эффект окрашивания, это индивидуально, в том числе, опять-таки, питание влияет и микросреда. И все-таки у большинства людей это не является проблемой, потому что когда мы говорим про высококонцентрированное, ну, вернее, не высококонцентрированное, а вот то, что в стоматологии используется 0,2% концентрация, то, как правило, он назначается на 7 дней. Не 3 месяца, не полгода, а 7 дней. Под контролем стоматолога. То есть он же является частью терапии пародонтального лечения это в целом, да, то есть пришли, сделали кюретаж, потом человек уходит, ополаскивает, он садится на оболочку бактерии. Налет – это ну, бактериальный протеин, скажем, аминокислоты из остатков вот этих вот бактерий смешиваются со слюной и ионами железа, и получается вот такой вот коричневатый оттенок. Он из себя ничего страшного не представляет, потому что, в принципе, обычной полировкой его можно убрать. Самое главное, что мы понимаем, что это контролируемое, да, там он используется неделю, там пусть 14 дней, но всегда он под контролем специалиста будет. То есть человек тебе приходит, заполировали его, и в целом-то оно как бы никто в этом такую прям особую проблему не видит. Концентрация хлоргексидина для домашнего использования какая показана, какая является безопасной? Он как бы используется в мире 0,2%. Это вот как раз для, ну, причем 0,2 концентрация у него как бактериостатическое свойство, так и бактерицидное. То есть, в принципе, аргумент в пользу вот этой вот высокой концентрации, то, что помимо моментного действия, он еще действует на протяжении порядка 12 часов. И вот в каких случаях это, например, вот чтобы себе прям образно представить, когда люди страдают неприятным запахом из полости рта, да, все, что ниже 0,1%, это та концентрация, которая их освободит от этого запаха, ну, буквально на полчаса. А вот эта вот высокая концентрация, она, конечно, вот бактериостатическое свойство, то есть он не дает этим бактериям еще на протяжении 12 часов размножаться и, собственно, свои дела там, да, действовать не очень хорошо на здоровье. Поэтому 0,2% это после хирургических вмешательств, это после проведения кюретажа, когда человек проходит терапию, пародонтальное лечение. Вот, это такая концентрация назначается. Ну или люди, когда вот лежачие пациенты, например. Я не знаю, тут тоже в разных странах своя практика, но, например, у нас тут в больницах практически всем обрабатывают как раз вот этим хлоргексидином лежачим пациентам. Вот. Ну или когда ограниченная возможность самостоятельного ухода, чистки, когда там какие-то проблемы с моторикой уже у людей и так далее, да, то есть такая достаточно широкая аудитория. 0,06, 0,05 концентрация. Это та концентрация, которая по времени, она позволяет, конечно, как раз-таки вот этот вот негативный эффект снизить в виде окраса, им можно пользоваться достаточно длительный период. Но, конечно же, само его действие значительно ниже. Это вот, когда ты понимаешь и, в принципе, контролируешь все это, оно прекрасно работает. В октябре 2016 года вышла публикация на предмет того, что при длительном использовании хлоргексидина высокой концентрации может быть перекрестное привыкание микрофлоры, формируется устойчивость к антибиотикам. Ну, это вот Нет, она не выявлена. Вот тут как раз-таки важный момент. Да? Предположительно, может на это воздействовать, что повышает резистентность и действие антибиотиков в том числе. Конечно, это нормально. Как бы. У нас по хлоргексидину на сегодняшний день, если посмотреть профессиональные источники, то будет около 5000 этих клинических исследований на предмет разного вообще воздействия на одно, на другое, на третье. Это, конечно, задачи науки, и это очень хорошо, что это все проводится.
Вот. Но никто никогда не пропагандирует его к тому, чтобы его бесконтрольно и регулярно использовали. Он очень хорошо решает задачи как раз-таки вот проблем с пародонтом или после установки имплантатов. У нас даже вот эту вот тему еще можно затронуть. У нас ведь делится Сколько, аудитория имплантологов. сколько по времени можно его использовать в день? Ну, то есть вот такая вот рекомендованная время, так сказать, аппликации во рту, ванночки, да, при которой он эффективен, но не Значит, возникает вот этой вот резистенции. Так нет, подожди, мне что не возникает резистентности, мы это удалим, потому что эта резистентность, она не доказана. Мы не можем сейчас из этого исходить, потому что одно исследование показало возможное воздействие. То есть мы исходим из действительно доказанных фактов. Это обсуждается, этот вопрос, но он не считается доказуемым, поэтому пока так. Но в целом, что один, что другой, 2 раза в день на протяжении 1 минуты. Вот. При этом мы знаем, что лаурилсульфат натрия и триклозан нейтрализуют действие хлоргексидина. И вот здесь, конечно же, очень важный момент, что если ополаскиватель своим пациентам рекомендуете, то что делаете? Паста чистит, минимум тогда нужно час подождать, только потом ополаскивать хлоргексидином. Либо выбирать зубные пасты без состава лаурилсульфат натрия и триклозана. Ну, еще я, насколько знаю, йод тоже снижает активность хлоргексидина. Может быть, это мне неизвестно. Вот про лаурилсульфат натрия это Мгм. достаточно такой изученный факт, так же, как и триклозан. Возможно. Ничего не могу про йод сказать. Как anti-discoloration system, да, то есть вот эта система, которая снижает эффект окрашивания от хлоргексидина. Насколько это влияет на эффективность? Ну, это такой интересный вопрос, потому что у нас 2 исследования против 2 исследований выступает. Значит, основное такое известное про вот этот как раз anti-discoloration solution, это Картеллини, итальянский ученый делал эти исследования, целью которых было... Нет, значит, во-первых, как вообще можно нейтрализовать то, что я уже сказала, окрас вызывают именно ионы железа. То есть теоретически просто нужно добавить какой-то компонент, который, связка с железом происходит уже предварительно, не в полости рта, да? И вот тут очень хорошо работает либо аминовая кислота, либо ионы сульфата используют в этих ополаскивателях. И вот его исследование показало, что при добавлении этих компонентов его действие не снижается. Но в то же время потом последовали 2 исследования, у которых вердикт которых звучал: там, где не красят, там не действует. И вот тут я в 2 словах расскажу, что там за парадокс в конечном итоге. Значит, этот anti-discoloration solution не показал снижение действия хлоргексидина на мягких тканях. Но при этом следующее исследование, которое индекс налета исследовало, оно показало, что он намного выше. То есть, когда используются вот эти вот, добавляются компоненты, чтобы снизить вот этот вот негативный эффект окрашивания, то эффект образуется намного больше зубного налета. И поэтому они все еще такие в контрах находятся до сегодняшнего дня. И единого мнения нет, но скажем, если мы посмотрим на глобальный рынок, то Anti-Discoloration Solution использует всего 1 производитель. А у нас, я думаю, что только европейских таких лидеров, около 12-13 производителей, кто использует классический, потому что знают, что он работает. Я согласна с антибактериальной эффективностью, о том, что ведение пациента после имплантации, после хирургических вмешательств, особенно если не все зубы полечены, особенно если, да, есть проблемы с желудком и заброс бактерий в полость рта, да, то есть там килограммы, особенно если повышенная там кислотность во рту, но я не увидела эффективности на своих пациентах при первичном герпетическом стоматите. То есть вот
Европейские некоторые стоматологи говорят, да, на своей практике я вот, ну, в своей практике конкретно за себя говорю, я не увидела. Может быть, для профилактики имеет смысл после хирургии, чтобы не подцепить что-то, какую-то инфекцию? Вопрос про стоматит, то есть я могу тебе с абсолютной уверенностью сказать, что если я к своему обращаюсь здесь стоматологу по вопросу стоматита, мне не пропишут хлоргексидин, то есть хлоргексидин назначается в конкретных случаях, когда прописывают, что в тех случаях это все такие позитивные побочные бонусы, но это не является там, скажем, средство первого выбора, да, для того, чтобы про стоматит что-то говорить. Все-таки я бы ограничилась, что пародонтология и имплантология — это два основных. Ну и когда с галитозом, когда неприятный запах тоже терапию проходит, там тоже играет, скажем, такую значительную роль. Ну, все, что касается стоматитов, грибков, это хлоргексидин не будет никогда средством первого выбора. Среди имплантологов это плюс-минус 50 на 50. То есть 50% имплантологов назначают антибиотик после установки имплантата, а 50% говорят, что достаточно будет хлоргексидина. Причем в этом случае действительно воздействие хлоргексидина, оно более щадящий выбор. То есть это более такой, если никаких нет таких вот показаний к прописанию антибиотика, непонятно, зачем это. То есть тут бы я всегда сказала, что выбирайте хлоргексидин. Его влияние на регенерацию. Но прямого его воздействия нет, потому что это и не его задача. Он в первую очередь антисептик. Там, где чистая среда, там, где нет микробов или их сокращенное количество, там, соответственно, регенерация и заживление раны быстрее происходит. То есть хлоргексидин — это антисептик, который все-таки назначают при определенных ситуациях, а в частности после имплантации для того, чтобы снизить нагрузку антибиотиками или в сопутствии с антибиотиками. При лечении пародонтитов назначают его не более чем на 1 неделю при концентрации 0, сколько? 0,2%. Либо 2 недели, если концентрация ниже, но не на постоянку. Желательно хлоргексидин использовать без использования спирта и не пересекать эти две вещи, потому что можно получить нежелательный эффект, о чем мы говорили ранее. Хлоргексидин не влияет на процесс регенерации как таковой, и вот этот нежелательный эффект по поводу окрашивания, он у всех индивидуален. То есть у кого-то сильнее он проявляется, у кого-то меньше. Но я так поняла, что больше окрашивания у тех, у кого бактерий больше во рту. Нет, это от питания зависит, потому что есть еще так называемая реакция Майера. Это когда сахароаминная концентрация связывается вот с тем же с железом. То есть, ну, мы, в принципе, всегда говорим в стоматологии, что поменьше сладкого, господа, поменьше сладкого. Ну, так, у тех пациентов, у кого преимущественно углеводная пища, там, соответственно, и этот эффект окрашивания может быть выше. По поводу вопроса, да, зубных паст с низким содержанием хлоргексидина 0,04%, я, ну, честно говоря, я не знаю, как комментировать. Но смотрите, у хлоргексидина есть еще такое назначение, когда он не как действующий компонент используется, а когда он используется в продукте, в том числе как консервант. То есть, чтобы не использовать какие-то другие консерванты, тут он такое, скажем, двойное действие. Легкое, при такой концентрации это будет легкое воздействие, может быть, на стрептококк мутанс, да, и на другие бактерии. Но в то же время, я правильно же прочитала, 0,004%. Но это ни о чем. Это не навредит, никакого окрашивания не будет при такой вот концентрации. Я предполагаю, я не знаю, о каком продукте идет речь, но я предполагаю, что эта концентрация, она больше функцию выполняет именно консерванта в зубной пасте, заменяя тем самым, может быть, какой-то другой более вредный ингредиент.
Но здесь мы, наверное, не сможем сказать наверняка, вызывает ли такая концентрация какое-то привыкание или нет. Потому что тут нужно, наверное, исследование. Очень-очень низкая концентрация, поэтому опасений нет, но чтобы получить более компетентный вопрос, то тут ну, можно задать его напрямую производителям, причем действительно напрямую производителям, то есть не представителю, может быть, даже на территории Российской Федерации, а там, где смогут именно пояснить, ну, какую функцию он выполняет в этих зубных пастах. Я предполагаю, что это продукт для людей с пародонтитом, с кровоточивостью десен. Вот, это больше вот эта вот аудитория. И такая концентрация, ну нет, ничего не Я будет. вот, кстати, вот сейчас мы про пародонтиты начали говорить. Я все-таки против использования лечебных зубных паст. Я вот прям четко сейчас обозначу свою позицию. Когда мы используем антисептики, они на поверхности так или иначе, ну, воздействуют на бактерии, убирают симптомы. Но когда до меня доходит пациент, и мы делаем рентген, да, там, компьютерную томографию, выясняется, что под этой десной практически не остается кости. То есть все то время, когда человек у себя, значит, вот эти вот симптомы убирает, а, Ольга уже сказала на предмет того, что он не проникает через слизистую и не проникает вглубь пародонтальных карманов, а пародонтит там, где именно скопление бактерий больших. То есть вы можете антибиотики выливать там флегмону просто литрами, но вы ее не вылечите, пока не дренируете. Так вот, функция пародонтологов убрать вот эту вот объем, да, обсемененность, то количество бактерий, которые есть. А хлоргексидин поддержать вот этот вот процесс до момента выздоровления. Поэтому, когда вы пытаетесь вылечить кровоточивость десен больше, чем 2 недели хлоргексидином, будьте готовы к потере зубов там, через 5-6 лет. Ну, то есть зубы просто выпадут, они даже могут выпасть здоровыми и без кариеса. Поэтому Можно сказать. да, поэтому вот к вопросу, как долго можно пользоваться и на предмет кровоточивости, если есть кровоточивость, значит что-то идет не так. Организм никогда не кровоточит, когда его все устраивает, потому что наша система организма иммунная, защитная устроена таким образом, что вот сосуды расширяются там, где есть воспаление, да, вот пошли вот эти вот воспаления, пошло, сосуды расширились, иммунные клетки начали выходить, то есть вот этот вот каскад воспалительный, он начал работать. И если вы убираете симптомы, но не убираете причину, ну, готовьтесь к осложнениям. Тут вот как-то так. Но тут все правильно, кровоточивость десен – это уже первый признак заболевания. Нет такого понятия «у меня генетически слабые десна». Я просто регулярно тоже с этим сталкиваюсь, что «ой, это у меня было у бабушки, мамы». Ну, во-первых, тут одно такое, что у нас есть огромное количество исследований, доказывающих то, что действительно, если у родителей проблемы с пародонтом, то риск, что у детей будут проблемы с пародонтом, в разы выше. Отсюда вот это вот такое народно общепринятое, что у меня просто генетика. Нет Да. понятия генетика, есть недоделанная профилактика и недоуход. Вот. Тут, Да. конечно, доктор так работает с пациентом более радикально настроен. Я бы немножко философски к этому вопросу отнеслась, потому что то, что вы ежедневно видите ту группу пациентов у себя в клинике, это вот такая вот капля в море. Те, которые дома и водкой полоскают, и содой с лимоном, и занимаются самолечением, то тут этот продукт, как бы сам хлоргексидин, все равно в долгой перспективе он им прям проблему-то не решит. Она будет усугубляться, действительно, она будет очень усугубляться. И, в принципе, если есть кровоточивость десен, то первое, что нужно сделать, не соду разводить, не алкоголь, а идти к пародонтологу и делать чистку. Это номер один, правильно? Да, причем делать такую аккуратную пародонтологическую чистку, не чистку гигиеническую, да, обычно все-таки, а пародонтологическую, потому что камни и бактерии, они в основном находятся в глубине
то есть под десной, в десне даже. И они там гуляют. Если оставить очаг, вот этот вот микробный, то есть риск получить потом в дальнейшем осложнения, да, то есть можно, если это просто гигиенист, который не провел дополнительных хирургических каких-то вмешательств, да, там, ну, страшно, может быть, звучит, то есть риск разнести эту инфекцию по полости рта. Вот такие пациенты тоже приходят, был один карман, потом раз, оказалось 5 карманов, нечаянно. Ну, когда в клинике правильно устроены процессы, то, конечно же, гигиенист в этом случае, когда увидит, что глубина кармана за пределом, он, конечно же, перенаправит пациента к пародонтологу. Это вот, ну, в идеальном случае, скажем, или там, где чтобы составили план, как предотвратить более неприятных последствий. Потому что, Ольга, скажите, что самое ужасное в практике пародонтолога, когда все здоровые зубы приходится удалять. Ну, Правда? не только это страшно, самые страшные осложнения, вот я вам честно признаюсь, это инфаркты и инсульты. Потеря зубов — это всего лишь вот как бы маленькая такая часть при пародонтитах. И когда вот дома занимаются самолечением, то есть во рту гной, там чем-то помазали, пополоскали и ждут результата, вот это опасно. То есть у меня даже на эту тему были какие-то... Пародонтологов в России на самом деле не так много, те, кто пытаются в этом разобраться детально. Пародонтиты нужно лечить с осторожностью, комплексно, с полным пониманием дела, иначе можно, вот вам честно признаюсь, уехать на скорой помощи. Вот в один прекрасный момент случайно с абсцессом, там еще с каким-то... Всех напугала, голова отвалится. Вообще страшные будни стоматологии. Отвлечемся немножко от новостей про коронавирус. Сейчас вам доктор Еременко расскажет, что в ее практике происходит. Вот. Нет, это на самом деле это все вместе, это качество жизни. Проблема с пародонтом — это неприятный запах изо рта. Никто вас целовать не будет, никто... Ну, это же целая вот прям такая вот последовательность и череда. И действительно, когда все уже доходит до достаточно такого серьезного побочного эффекта, то на это не иначе, как нужно смотреть, как череда совершенных ошибок. Неправильно ухаживали, не вовремя обратились к специалисту, да, что приводит к потере зубов в конечном итоге или к воспалению уже, к пародонтиту и пародонтозу. Вот. Ну, в общем, что, если в заключении, то это прекрасное средство, которое уже очень много лет. Я вот это еще замечу, конечно, что у нас, безусловно, появляется куча альтернативных средств всегда, но тут действительно, что хорошо, что это контролируемые побочные эффекты, они все знакомы. Поэтому пользоваться им можно только, как и везде и во всем, с головой, зная, в каких случаях конкретно их назначить, рекомендовать. Ну, то есть самоконтрольно не используем больше, тем более, чем 1 неделю. То есть все остальное с врачом, к врачу и в сопровождении врача. Вот и все. И все будет прекрасно. Оль, спасибо большое, что нашла время. Я знаю, что вы там в Германии уже вовсю выходите потихоньку с карантина, да, уже потихоньку. Да, уже послабления начались как-то более-менее уже приятно стало. Ну, единственное, что ввели вот это вот обязательство в масках ходить. Я, конечно, вас сейчас жалею, потому что это еще удовольствие, когда ты с утра до вечера в маске работаешь. Я тут немножко пробежалась, думаю, не, вот прям не хочу. Я надеюсь, что это очень временное такое явление, и что все-таки мы скоро вернемся к нашей привычной жизни и без масок. Да, ну вас, по крайней мере, гулять выпускают. Ну, да, можно было уже с самого начала. Вот. Благодарю зачинщика эфира, который написал нам спасибо за эфир.
вот, за то, что нас провоцировали на него. А, Будем благодарны вашим отзывам. Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы, которые были не отвечены. И до новых встреч. Пока-пока. Всем до свидания. Пока.